То, что сегодня будет, это что-то среднее между сирканизом и ситора. Передо мной вот такая вот нарядная морковка. Я думаю, что она очень украсит наше блюдо. И если уже есть, почему нет? Вот фиолетового цвета, вроде похоже свекла свеклой, а пахнет морковкой на самом-то деле. Я думаю, что будет вкусно. У нас есть морковка фиолетовая, желтая, обычная оранжевая, белая. Ну, вперед. Так, шинковать, резать. Чуть-чуть проблематично ее, конечно, резать, но тем не менее как-нибудь постараюсь. Кубиками хочу резать, как на Сирканиз или на Ситора также делают. Ну, я делаю что-то среднее, такие вот кубиковые небольшие кусочки. Мясо отправляется тоже в холодильник. Сегодня выходной, праздник. А праздник значит плов. Какой плов? Ну, по дороге на самом-то деле будет понятно. Кому-то он может напомнить что-то одно, кому-то другому что-то другое. В любом случае, я так подозреваю, что будет, наверное, вкусно. В руках у меня замечательный бараний жир, вытопленный, между прочим, с курдюка чудесного. Отправляем его в казан. Я подозреваю, что жира здесь у меня где-то грамм эдак 100. Включаю подогрев под казаном. Добавляю сейчас масло с виноградных косточек. В общей сложности мне нужно что-то вроде 250-300 грамм. И еще одно масло, шикарное китайское кунжутное, очень пахучее. Так, ну что, пусть нагревается, смешивается. Масло готово. Сейчас в масло отправляется нарезанный лук, как в сирканизе, и начинаем его жарить. Как хорошо. Лук обжариваем на самом деле тщательно, минут 10, пока не случится здесь чудо и у лука не образуется золотистая корочка. Для чего мне это надо? Для того, чтобы потом супчик не получился. Я явно не хочу здесь соус. Я хочу, чтобы у меня был рассыпчатый вкусный рис потом. Все, пусть себе делается, очень все красиво. Лук приближается к той кондиции, которая мне нужна, но еще не совсем. То есть все, что здесь происходит, испарится сок, начнется карамелизация, и пока что у нас тут супер запахи с казана. На самом деле обжарка лука начальная — это самый важный момент подготовки всего последующего, потому как если я не обжарю лук до какой-то степени, когда он приобретет ту консистенцию, которая нам нужна для плова, то, как это ни прискорбно, может просто получиться чудесный густой соус, чего я, конечно же, не хочу. Лук должен быть прожарен очень хорошо. Безусловно, моя цель его не сжечь, но золотистая корочка обязана на нем присутствовать. И после этого следующие продукты можно будет закладывать, следующие, не последующие. Русский язык велик и могуч. Лук дошел наконец до состояния, которое мне нужно. Просто супер выглядит. Сейчас мясо. Мясо говядина. Нарублено очень мелко, ну вот как на сирканиз на самом-то деле. Чуть-чуть куриного жира где-то остался, совершенно здесь не будет лишним. Сейчас все отправляется в казан и начинаем обжаривать мясо. Мясо, кстати, не холодное, оно уже успело постоять наружу, чуть-чуть согреться, поэтому как бы здесь ничего страшного происходить не будет. Температура падает, масло падать очень резко не будет. Я прожаривал мясо до золотистой корочки. Сразу же начинаю перемешивать. Так, мясо дошло до того состояния, которое мне нужно. У меня здесь вот замечательная морковка, нарезанная вот таким вот образом, таким вот кубиком. Огонь очень бурный.
На данный момент то, что сейчас здесь должно происходить, это уже как бы меньше жарко, больше тушения, поэтому я перевожу его на меньший огонь. Сейчас нужно быть очень оперативным, дабы чего не случилось. Все шикарно. Я добавляю часть моркови. И снова перемешиваю. Добавляю воду, чуть-чуть совсем, кипяток, чтобы немного покрывало мясо. Ну, пусть себе томится. Огонь убираю на маленький. Самое время посолить. Соли будет еще много, но как бы на глаз так. Я думаю, что я положил что-то вроде чуть больше полуложки. Немного зира. Растираю между пальцами. Все, пусть себе томится. Минут 20. Я засыпаю оставшуюся морковь. На морковь добавляю еще зира. На самом деле единственная специя, которой мы пользуемся на сегодняшний день. Доливаю кипятка до уровня моркови, чтобы она немножечко покрывала. Нут замачивался ночь. Как красиво. Барбарис даст супер кислинку. Узбекский изюм черный и иранский желтый, тоже потрясающе вкусный. Немного зиры, последний раз. Рис промыт. Мы начинаем его готовить. Я снимаю казан с этой конфорки. Мне абсолютно не нужен сейчас рассекатель. Убираю в сторону пока что. Ставлю казан на большую конфорку. Делаю самый большой огонь. Мне нужно сейчас бурное кипение, дабы чего не произошло с рисом, потому что если я его сейчас на небольшое бульканье такое определю, то есть шанс, что рис просто разварится. Рис у меня ясмин или жасмин. Разравниваю его аккуратно. Все. Влаги тут у нас достаточно. Думаю, что в самый раз посолить немножечко рис. Все соленый, но чуть-чуть не помешает. Я немножечко подливаю кипятка. На самом деле большая часть процесса была очень похожа на сирканиз. Если бы я готовил сейчас сирканиз, наверное, я бы все бы начал мешать вместе с рисом. Но я готовлю такой вот легкий вариант, который ближе скорее к узбекской ситора. То есть у меня сейчас низ, сделанный как сирканиз, никаких слоев, все перемешанное, все сделанное. Очень вкусный зирвак. А вверх я все-таки хочу мешать только рис. Сейчас мы готовим рис и выпариваем воду. Стараюсь не задевать нижний слой. По-моему, нужно будет добавить еще немножечко воды. С краев очень так активно кипит, поэтому я убираю это все в середину. Снова разравниваю.
Вот влага уже почти что куда-то уходит, к счастью. Собираем горкой. Рис почти дошел. Думаю, что чуть-чуть помочь выпариться влаге вполне можно. Все, огонь убираем, влага выпарилась, рис на самом деле, рис уже готов почти что. Все, запаривание, последняя стадия, последний этап. Так, собираем все в горку, подальше от бортов, они греются меньше. Вот у меня вот такая вот красивая горка получилась. Все, убираю огонь, заделываю дырки. Рассекатель. Маленький огонек. Пусть себе томится еще минут 20 на маленьком огоньке. Таким еле-еле тлеющим. Рассекатель нам тоже поможет. Накрываю крышкой с полотенцем. И скоро будет в финале. Все. Большое спасибо. Ждем. Так, вот такое вот у меня красивое блюдо. Леган. Сделан был лет 40 назад одной очень хорошей керамисткой в Ташкенте. На него мы сегодня и будем выкладывать плов. Так, открываем. Ой, как красиво. Так, ну, если бы это был сирканиз, то я бы его выкладывал, то я бы сейчас все бы это перемешал бы и выложил бы вот красиво на леган, но я буду выкладывать его слоями все-таки. Ну все, плов в легане, выглядит супер. Тут весь набор разноцветных морковок, даже фиолетовая, которая очень смахивает по текстуре на свеклу. Но тем не менее, как бы она имела запах и вкус морковки. Тоже как-то интересно здесь вот выглядит. Ну, пробовать самое время, наверное. Как бы сделал, положил. Сейчас перед тем, как подаю гостям, наверное, я попробую. Сейчас. Ой, классный плов. Все, на стол. На стол. Срочно. А то меня обвинят, что я тут сам ем. Ни с кем не делюсь. Пойдем пробовать дальше. Там у нас есть еще запеченные айва и тыквы с мясом. Сейчас посмотрим, как они.